Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. События до конца декабря. Давайте с вами узнаем, что же за события декабря, которые скоро, возможно, и неожиданно придут в вашу жизнь. Это те, которые, может быть, не связаны по времени. Обычно мы делаем расклады с вами на декаду, но есть в нашей жизни нечто такое важное, что не вписывается, да, в временные рамки. Вот давайте мы и рассмотрим те вопросы, те события, которыми вы будете заниматься, и какие подсказки, самое главное, придут от карт. А вы включите как будто свою интуицию по максимуму. И я так надеюсь, чем-то расклад вам будет полезен. Ну, конечно, останемся при этом реалистами. Что-то может продолжиться и далее, правда? Наша жизнь, она далеко не вписывается в какие-то временные, как я говорила, рамки или в какие-то временные промежутки. Есть те дела, которые очень важные, и это мы будем продолжать, но точно так же мы что-то и завершаем. Вот давайте, не задавая вопросов, потоковая информация, 3 карты, как 3 знака судьбы узнаем. Что нам подскажут карты, чему уделить внимание? Первый знак судьбы. Возможно, это сфера жизни до конца декабря, в которой вам придется принимать важные решения. Третий знак судьбы. С чем это связано? И к чему быть готовым, давайте с вами узнаем. Что случится, что произойдет? О чем вы пока не знаете, не предполагаете, может быть, что-то и просчитываете, но тем не менее. Так вот, что же произойдет? Что случится? Может быть, это и спокойное течение жизни. Вот, ну, давайте все равно. Именно на события, происходящие, 3 карты. С чем это связано? Или, может быть, с кем? И к чему это все идет? Зачем все это было нужно? Как все обернется до конца декабря? Давайте будем узнавать первый знак судьбы. На чем делают акцент? Какое-то ожидание, мои дорогие. Может быть, это карта, кстати, любящего человека, история любви. То, что связано либо с кем-то из ваших родственников, с любимым человеком, безусловно. По этой карте это, знаете, та, которая именно любит. Любит всем сердцем, открыто, всей душой. Но иногда любая карта имеет такое двойное значение, иногда бесплодное ожидание, мои дорогие. Может быть, это мы просто что-то ждем. Ждем обещанного, да, и которое никогда не исполнится. Потому что вот это ожидание, ведь это карта любящего человека, если мы говорим искренне, верного человека. Но есть и такой момент, как альтруизм, какая-то помощь, которая может переходить в самопожертвование, причем незаметно. Ну, вот это персональная карта двора. Может быть, у кого-то конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. И вот с этим человеком взаимодействие. Но вообще сама по себе карта добрая. Но для кого-то из вас, может быть, и придется что-то пересматривать. Именно одно дело это то, что мы чувствуем, хотим, как мы это представляем, и какая-то материальная плоскость. Я такого не исключаю. Или пусть это даже не совсем материальное, а вот реальное, как обстоят реально дела ваши. И с одной стороны, есть какое-то желание, есть любовь, есть эмпатия. И в вашу сторону, мои дорогие тельцы, тоже. Но у нас время декабрь, когда мы больше заняты, ну, вопросами дома или нашего не просто благополучия, а это то, что мы действительно любим. Это и наши близкие. Ну или дома даже, да, нам хочется именно в декабре сделать так, как нам хочется. Или где мы находимся. Может быть и так. Давайте второй знак судьбы. Но какая-то аналитика у вас явно есть. В теле вопросы я включился, и они мне действительно нужны. По семерке жезлов это на вас какое-то активное воздействие. На вас, мои дорогие тельцы. У каждого есть план. В отношении вас, опять же, 7 жезлов, 6 точнее, пытаются достать нашего героя, но он так, вооружившись одним своим, не торопится парировать, не торопится откликаться. И карта всегда дает совет. Вам действительно нужно продумать. Вот именно теперь, в декабре, как будто не просчитаться. У вас какие-то решения на уровне эмоций могут быть. По крайней мере, карты нам говорят об этом. Акцентируют 2 карты. Я только что
все то, что проговорила, семерка дополняет и говорит, что или соблазнов будет много, или людей, которые вас к делу какому-то, к работе хотят приобщить, или какой-то вашей помощи, да, по отношению к кому-либо. Тут нет время подумать о самом себе, телец, вот так. Иначе ты себя как в тираж выпустишь или потратишь время впустую. А обратного контакта, обратной связи, обратного эквивалента не будет. Или ты, может быть, даже по части из добрых побуждений, у нас Херон в Овне, и чтобы не говорить, не останавливаться надолго на этом пункте, я приглашаю вас на свой сайт. Как раз позиция Херона в Овне, это продолжится с заходом на 27-й год, то есть мы в 26-м еще будем в этих энергиях. Это символ израненного целителя. Это завершение какой-то путаницы и надоевшего сценария. Вот вам какой-то один и тот же сценарий, который вам хорошо известен. Скорее всего, это то, что вы в своей душе никак не можете уравновесить. И, может быть, вы об этом не расскажете никому. Но это может именно зависеть от вашей помощи, от включения вашего в какие-то дела, вопросы или в какую-то работу, которую вы выполняете, а отклика-то нет. Поэтому нам говорит эта карта самое время, телец, подумать для себя, создать какой-то запасной аэродром, отступить как будто в тень, уйти от решения какой-то многозадачности, иначе ты можешь что-то прошляпить, вот правда, сглупить буквально. Хотя, конечно, старший аркан, он будет говорить и о том, что у вас на кону что-то новое. Ведь это новый жизненный этап. И это колода Чаромаркетти, посмотрите, у нас шут, который едва ли не более грандиозен, чем маг. Он жонглирует всем зодиаком. Но это ведь всегда карта новых путешествий или нового перемещения. Вы можете пока даже не предвидеть, а может быть вы планируете, но есть, значит, те детали, которые вы пока не можете распланировать. Или вы можете на что-то надеяться, а тут нужно надеяться на самого себя, ведь все-таки нулевой аркан, он один как будто. Да, у него есть собачка прообразно Анубиса, но если мы говорим об Анубисе, ведь это бог подземного мира, да, так, древнегреческая мифология. И она говорит о тех уже вами пройденных этапах, когда вы явно какой-то опыт получили. Вам не надо повторить какую-то ошибку. Как будто вот эта собака, ну, прообраз, да, останавливает от поспешных действий и говорит, ты должен что-то просчитать. Ну, не можешь ты, вас что-то вдохновляет, это факт. Что-то тут у вас получается, потому что хорошее настроение, уже есть какие-то планы, уже, знаете, это и восторг, и оптимизм, и, в принципе, приток жизненных энергий и сил. Это точно вы ощущаете. Но все равно как-то рационально это нужно все вам распределить. Когда, с кем, что. Ну, давайте мы с вами достанем дополнительные карты, чтобы немного больше понимать. Итак, вот королева кубков, это нам о чем? У кого-то вопросы, связанные с детьми. Или вы ждете важной информации, ожидания. Да, мы с вами говорили. Да, это придет. Придет ожидание, как бы оно реализуется. Какую-то информацию вы получаете, пажи это у нас вестники. И вам придется принимать какое-то однозначное решение. Хотя это вы окажетесь словно на развилке. Ситуация выбора. Ну, где-то я так вскользь этот вопрос и затронула. У кого-то ситуация выбора или какой-то вопрос, тема, которая будет связана с вашим ребенком. Или с кем-то, ну вот, из подрастающего, скажем так, поколения. Хочется еще одну карту. Выбора направления. Аркан колесницы еду, не еду. Конечно, у кого-то банально вопросы, связанные с автомобилем. Редко, но все же старший аркан. Ну, может быть, это вот вопросы, связанные с автомобилем. С одной стороны, у нас такое время сейчас очень важное, когда нам нужно быть мобильными, иметь возможность передвигаться. Для вас вообще, в принципе, скорость, имеется в виду возможность, да, оказаться в нужное время в нужном месте. Или, если вы получаете какую-то информацию, вы ее не можете отложить на потом. Собраться, подпоясаться и куда-то поехать придется. Потому что по аркану колесницы это не то, что мы инициируем, потому что это старший аркан.
И мы можем упустить время. Сегодня возможность есть, а завтра ее не будет. Вот вам как-то поворачиваться придется по решению некоторых дел, может быть, и несколько быстрее, но, может быть, и конкретно решать вопросы, которые связаны с автомобилем. И здесь вам все равно придется что-то просчитывать, может быть, и финансовую составляющую, но и о себе-то не забыть. Потому что у вас может, как бы, знаете, ну, к примеру, два важных дела, которые будут как раз на уровне мобильности, может быть, как возможность перемещения и планируемая поездка, к примеру. Почему нет? Или работа, которая связана с перемещениями, так, может быть, нужно, необходимо. Или какая-то релокация офиса, или вам как предложение, или, может быть, необходимость, когда ваша организация переезжает по другому адресу, и ваш маршрут, он будет строиться как-то иначе. Смена графика, в принципе, жизненного, когда что-то ускоряется. Вот, а мы-то ожидали. И здесь может быть элемент неожиданности именно в том, что вроде все шло как-то так, ну, чинно, мирно, благородно, а тут события вашей жизни принимают с какой-то скоростной режим, и вы оказываетесь словно на развилке, и однозначное решение вам придется принимать. Давайте узнаем. Семерка жезлов, поэтому тут нужно что-то просчитать. Ну, точно, две семерки. Семерка – это, знаете, некоторое состояние для нас, когда мы не должны торопиться. Или это то состояние, которое от нас не требует поспешных решений, а какого-то взвешенного одного решения. И при этом воздействует на нас со всех сторон. Или семерка жезлов, все то, что я сказала, да, какая-то многозадачность со стороны. А семерка мечей – это карта хитрости и обмана, поэтому будьте внимательны буквально к своим сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов. Цифровая безопасность тут тоже имеет значение. Ну, может быть, и не открывать все подряд, даже то, что выглядит любопытно на вашем смартфоне или компьютере. Проверить перед тем, как переходить по какой-то ссылке, тоже стоит. Или проверить, откуда к вам пришло письмо на e-mail, да, какое-то сообщение или предложение там, да. Вот тут нельзя, знаете, поспешить, потому что вы себя должны обезопасить. Вот есть такой момент. Может быть, и ваш адрес, вы к кому-то относитесь вот так вот искренне, по-доброму, а тут какая-то игра. Вот это две семерки, которые говорят о чужой игре. Ваша задача просчитать даже игру чужую. Это о чем? Однозначно какое-то вы решение должны принимать. У кого-то дела, работа, бизнес, а у кого-то все-таки взаимодействие. Есть конкретная персона, вот обратите внимание, молодой человек и лиса. Хитрость, обман. Как будто расходятся в разные стороны и оглядываются. Мои дорогие тельцы, тут кто-то обманывает, но нет другого варианта, да? И, может быть, этих персон, она не одна, может быть, это вы долгое время кому-то помогали. Кстати, вам придется этот вот график ваших расходов и помощи точно пересмотреть и принять однозначное решение. Какая-то путаница у вас должна закончиться, мои дорогие. Туз мечей – это однозначно еще и информация, известие, важный документ. Это, знаете, как выход из лабиринта, то есть жизнь на период до и после. И если прежде это мы словно блуждали или пытались какие-то двери открыть, или долгое время с кем-то взаимодействовали, мы могли в чем-то и сомневаться, да, две семерки. Или быть в этом ожидании. Вот здесь, может быть, даже через ожидание вы теперь понимаете, что нет, люди не меняются. Может быть, это однозначное решение, которое вы будете принимать по конкретному человеку. Нулевой аркан – это о чем? Ну вот снова нам говорят, вам придется уравновесить финансовую составляющую и, может быть, даже кому-то сказать «нет», все-таки туз мечей. Мы отрезаем что-то. Мы явно чего-то, ну как бы, чему-то говорим «нет». Может быть, и кому-то. Но сделать это нужно дипломатично, потому что не должно быть конфронтации во взаимопонимании и не должно быть минуса в финансах. Мы не должны сглупить буквально, мы не должны просчитаться где-то об этом. Почему? Потому что у вас у самих, к примеру, ваши планы, ваша, как может быть, и миссия какая-то. Может быть, это та возможность, которая новая совершенно, вы ее пока можете не видеть. И вам придется
как и быстро поворачиваться, как будто, да, и буквально, может быть, финансы. Вам деньги самим могут пригодиться. И поэтому вот как будто не теряя времени даром, у тебя тут буквально какие-то события будущего, они или вы, мои дорогие тельцы, вы к ним как к какой-то невидимой границе, вы постепенно приближаетесь. И вы можете приблизиться к тому моменту, когда, да, вот сейчас можно что-то осуществить, а вы будете в каких-то рамках или в каких-то нерешенных вопросах. А вопросы надо некоторые закрыть. Но вам придется как будто несколько изменить направление или ваш ракурс. По пажу мечей, опять же, паж, может быть, не обойдется без серьезных разговоров. Может быть, и с подрастающим поколением, потому что, опять же, второй паж. И вам так дипломатично придется донести до конкретного человека, почему вы, допустим, не можете сейчас действовать, да, или почему вы не будете участвовать в чем-то. Почему вы, может быть, не можете, ну, в чем-то даже помочь, потому как мы по пажу мечей, вот обратите внимание, Чиро Маркетти прорисовал так очень хладнокровный взгляд у молодого человека, вот как будто это вы сами можете быть в такой ситуации, когда, ну, все однозначное решение я принял, и я несколько меняю направление, потому что по-другому не получится. Иначе вы рискуете и сглупить, и зависнуть как будто на долгий период времени, и в каком-то минусе финансовом, ну, правда, но и в отсутствии взаимопонимания. Какая-то история будет продолжаться, понимаете? Мы как экзамен жизни должны сдать, вот завершить эти 2 семерки. Не действовать как прежде, об этом нам говорят карты. Но, наверное, должно хватить и решимости, и самое главное дипломатии, потому что по пятерке пентаклей мы тут не можем ни людей исключить, ни какие-то события. И нам может показаться, я должен выбрать или деньги, или какие-то взаимоотношения. Вот иногда это тоже нам такое может казаться, а тут нет. Тут это нужно как-то красиво именно уравновесить, потому что не должно быть каких-то обид, ну и для вас, допустим, не должно быть финансовой бреши. Себя как-то поддать вам нужно в другом ключе, в другом ракурсе. Ладно, так что же там случится или произойдет? А вот жизненный экзамен по Иерофанту, это у вас. И действительно, как я сказала, карта колесница, по ней все ускоряется, по нулевому аркану тоже. Тут уже будущее на пороге. Может быть, какие-то вопросы продолжатся еще и на январь, это исходя из планетарных транзитов, поскольку Уран до 4 февраля в ретро-движении. А уже с 4 он переходит в директное прямое, но остается в вашем знаке тут 26 апреля. И там несколько ускорится, да, как в ускоренном режиме будут происходить события или какая-то ваша самореализация. Важно, видимо, к этому периоду подойти ресурсным. Ведь по этой карте, по идее, мы стабилизируем нашу жизнь. Это ваш путь наверх. Да, по аркану Иерофант, все ключи в ваших руках. Но как вы с ними провзаимодействуете? Что случится? Тут какие-то судьбоносные события. И если нам даже кажется, и я на выборе, это судьбоносный выбор. Какой-то урок мы должны пройти, и тогда нам пространство, Вселенная этот урок заново не повторит. Или высшие силы. Стабилизировать вы должны как минимум себя. Может быть, для вас карта Иерофант, когда изучение чего-то, да? Кому-то, допустим, нужна определенная сумма для того, чтобы не просто решить, к примеру, по аркану Иерофант, вопросы, связанные с жильем, но и пройти какие-то еще курсы. Это будет зависеть, или от этого будет зависеть ваше благополучие, или какие-то новые возможности, что случится или произойдет. Рыцарь Пентаклей нам говорит, детализируй все. Тут у вас какой-то марафонский забег, который вам буквально по судьбе, мои дорогие. Когда аркан Иерофант – это вот судьбоносность событий, она присутствует. Судьбоносный декабрь, я бы сказала, для вас. И тут пусть это быстро не решается, пусть этот план какой-то, план максимум, который вы должны вот так постепенно, настойчиво, а у вас настойчивости и терпения, не занимать это точно, но как-то более рационально. В вашу жизнь может прийти конкретный человек с каким-то предложением, принести, может быть,
Все-таки рыцари – это действие, но иногда и говорят о том, что мы получаем этот документ, и мы должны, как знаете, это точка нового старта. Мы должны уже действовать. Вот для вас ведь рыцарь Пентаклей едет медленно, потому что он уделяет как раз внимание мелочам. Он понимает, что что-то крупное строится из мелочей. Вот у вас какая-то палитра, может быть, и мелких событий на уровне и финансов, и взаимоотношений. Вам вот эту, как перемахнуть, перешагнуть через вот эту пятерку Пентаклей задача в декабре. Что случится или произойдет? Да тут явный какой-то прогресс. Карта любви, карта взаимопонимания, карта искренних отношений и верности, мои дорогие. Да, это тоже где-то карта баланса, поэтому договариваться придется, но не в ущерб себе, хочется сказать. У кого-то любовь, взаимоотношения, карта любящего человека. Но вот что-то вам пересматривать явно придется, как будто по судьбе. И вы, главное, себе потом скажете спасибо. Вот вы уйдете вот от какой-то путаницы вот этой. И, может быть, вам даже сложно, как знаете, поддать конкретному человеку какую-то информацию, потому что вы не знаете, в какую словесную форму это, ну, как бы переложить, да, чтобы быть правильно понятым, ведь по пятерке Пентаклей именно взаимопонимание – это тоже отправная точка. Будет взаимопонимание – будут деньги. Вот где-то на этой грани могут строиться многие дела, как и рабочие, так и личные. И вот вам придется, видимо, этот момент как-то уравновесить. Но и не в ущерб себе, но и не, может быть, чтобы не было конфликта. И не дать себя, иными словами, облапошить, обмануть, ну и не включиться в какое-то дело, которое у вас заберет кучу сил, может быть, и средств, а для вас это ничто. Это как в пустоту потраченное время. Ладно, так к чему же это все идет, как обернется, для чего вообще все это нужно? А вы завершаете что-то. Для кого-то с учетом именно этой колоды, этой карты, какой-то переезд. Ну вот. Как будто мы уже все исследовали в одном месте. Наступает время идти вперед. Кстати, карта будет говорить, уставшие люди делают ошибки. И, может быть, много работы у вас, мои дорогие. Значит, совершенно необходимо пересмотреть режим труда и отдыха. Самого себя не обесточить, потому как из-за усталости мы все видим несколько в искаженном свете, когда... И мы можем, опять же, вот включиться в какую-то многозадачность по привычке или из-за усталости. Не рассмотреть буквально, да, пришло вам какой-то непонятный или сообщение, или что-то такое, может быть, даже баннер у вас выскакивает, да, в вашем смартфоне. И перед тем, как вы по этой рекламе пойдете, вы сначала подумайте, а надо ли мне на эту ссылку нажимать. Понимаете? Такое может быть из-за усталости. Предельное внимание, мои дорогие, в декабре от вас требуется. И никакого автоматизма. Перепоручите эти дела или пересмотрите, может быть, дела, вашу занятость, может быть, и расходы. Вот то, что призван или может сделать кто-то другой, пусть он и делает. Все же эта карта говорит, уходи, телец, от рутины, иначе ты себя пустишь в тираж. Вот так. К чему все идет? Ты рискуешь застрять. Вот посмотрите, вот к чему быть готовым или в принципе, что случится, что произойдет. Вам возможности дает Вселенная или высшие силы, а мы можем много работать и не увидеть эту возможность какую-то судьбоносную или словно не пройти экзамен. Или когда вам нужно что-то детализировать и буквально быть, ну, вот таким вдумчивым больше, осознанным. А мы можем подзастрять в своих предубеждениях. И вот мы думаем, да, как эта девушка, я надеюсь, видно. Она находится как будто в одном пространстве, но то, что она видит в зеркале, это совершенно иная какая-то картина. Карта искаженного восприятия. Вот я об этом много говорила. Почему-то вот на такой грани, да, которая не совсем материальна, которая где-то на уровне, опять же, наших предубеждений находится. У вас от этого зависит ваш прогресс и успех. Нечего добавить. Семерка жезлов. Я уже не повторяюсь. Это то, с чего мы почти с вами начали. Но вот посмотрите,
В этой колоде художник так наглядно изобразил, как будто 7 жезлов пытаются достать нашу героиню, а она сохраняет свой собственный дзен. Не реагировать на что-то. Иметь возможность, как запасной аэродром, отступить полшага назад, уйти от какого-то вопроса, который не нужен вам, а нужен кому-то. И таких вопросов может быть 7 или 7 людей, мои дорогие. Мы опять же рискуем включиться в нечто или во что-то, а потом мы пожалеем, что зря потратили время, силы, энергию, может быть и деньги, почему нет? Ведь жезлы иногда это дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Значит, быть, мои дорогие тельцы, более вдумчивым даже по части работы. Вам могут предлагать 1000 проектов, потому что знают, что телец надежен. Поручи тельцу, и можешь не беспокоиться. Но, наверное, это не совсем то время, когда распылять себя как будто нужно в разных направлениях. Давайте карту совет. Ты должен закрыть прошлую дверь, не повторить какую-то ошибку. Однозначно. Отшельник. Какой-то ваш собственный путь. Вам никто сейчас не мешает. Вы сами себе можете помешать, потому что на что-то соглашаетесь. Вот так однозначно. Это мудрец. Мудрые решения, мои дорогие. Карта Иерофант и Отшельник. Эта карта можно так, если на персону. Это два независимых человека. Ну, вот для вас это как удвоенная сила этой независимости. Причем ни Отшельник, ни Иерофант никому ничего не доказывает. Он просто, и если видит, что не откликается его идея или его какое-то дело, его задумка, может быть, он даже не говорит. Вот отшельник никому ничего не говорит. Он в одиночку идет своим путем. Вот вам нужно просчитать какой-то свой путь, причем на какую-то дистанцию долгую. И при этом, ну, насколько это возможно, предусмотреть какие-то неожиданности. Но вам никто не мешает. Тут самому себе не помешать. Вот смотрите, пошли старшие арканы. Ваша задача выйти вот из этого тупика, из какой-то зависимой ситуации и самопожертвования, жертвенности карта, правда? Потому что вы на что-то долгое время соглашались, а вам как будто это нужно со знаком плюс перевернуть, пересмотреть. Ведь, по сути дела, карта повешенного – это когда себя переворачивает человек сознательно, чтобы увидеть что-то с иного ракурса. Вот вам нужно пересмотреть что-то с иного ракурса. Сложная какая-то тема, выбор. И знаете, вот самое главное, не надеть розовые очки. Потому что это карта иллюзорного успеха. А на кону у вас, как знаете, ускорение. Пройдет совсем немного времени. И вам действительно пространство дает какую-то возможность. Жизнь меняется. Может быть, это начнется с какой-то информации. Или то, что вы уже инициировали теперь. Я вот по аркану колесница говорила, да, что тут как ускорение. Оно будет. Но вы к этому моменту должны в какой-то, ну, готовности, что ли, прийти. Или закрыть некоторые темы. Может быть, разобраться с какими-то собственными путаницами, да? Потому что потом на это не будет времени. Два аркана колесницы. Не упустить возможность. И вот посмотрите, мы тут тоже с вами говорили. 2 десятки, закрывай в прошлое дверь. Вот эта многозадачность, уходи от нее. Да, не ищи как будто союзников. Ты сам себе должен быть самым важным и мудрым компаньоном. Потому что есть какое-то, знаете, ну точно какая-то миссия, которую вам предстоит выполнить в одиночку. Может быть, это творческий проект, может быть, это бизнес-проект, может быть, это для кого-то переезд. Может быть, 2 даже переезда. Мы в одно место едем временно, а потом еще куда-то перемещаемся. И для вас нужно быть мобильным, и для вас нужно просчитать, как, знаете, свою траекторию, даже если вы не водите автомобиль, каким образом вы будете к какому-то месту добираться. Вот помните, 3 кита. Только что перед вами, да, перед вашим знаком зодиака что-то подобное говорила Овнам. Вот есть где-то перекликается, какой-то расклад философский, опять же, получается. Так вот, в 2026 году 3 основные момента, на которых будет строиться наше благополучие, изобилие, процветание, ну и где-то наша удача. Первое – это финансовая составляющая. Нельзя просчитаться, как и с теми средствами, которые есть в нашем распоряжении, так и в чем мы, в принципе, участвуем. Деньги. Раз. Второй момент. Мобильность.
Имеется в виду либо автомобиль, либо где-то ваша возможность перемещаться, да, или каким образом. Но этому нужно уделить внимание, потому что без этого как бы на лад дело не пойдет. Может быть, и будут какие-то вопросы, когда вам действительно нужно будет быстро какие-то планы свои пересмотреть и оказаться в нужном месте. И третий пункт – это интернет, информация. Когда у нас одно что-то пролоббирует, если мы сказали 3, деньги, финансы, внимание, дальше мобильность и интернет. Так вот, если одна из этих составляющих провисают, 2 другие будут дополнять это. Поэтому, в принципе, вот на этих 3 китах будет строиться наше благополучие. Это вижу именно я так. Можно не соглашаться. Но я так надеюсь, мои дорогие тельцы, несмотря на то, что много таких философских карт, когда нет конкретики, по сути дела, но вы сумеете просчитать какую-то свою траекторию, и подсказки будут. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь и пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы.